Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же перемены судьбы у вас на пороге? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим. Ваша энергия. Любовная любовь. Ох, как вы любите женщин, особенно красивых женщин. Особенно, знаете, может проиграться. Вам нравится сам процесс завоевания женщин. Вот этот ваш инстинкт охотника, да, завоевывать, добиваться женщину, это вам очень и очень так по душе. Ну, вы ни одну женщину в своей жизни покорили. Причем вам нравятся женщины, не какие-то мышки-замухрышки, а вот именно, которые за собой ухаживают, да, с фигурой, не с такой фигурой, знаете, как говорят, кусок сала ходячий, а такая, чтобы вся как гитара была, да? Вам нравятся женщины, я даже склоняюсь, что вам больше блондинки нравятся. Вот почему-то мне идет такая информация. И снова вы выпадаете императором. Ну, елки-палки, ну это какая-то мистика, честное слово. Ну вот как так, да? Ну, император из расклада в расклад. Значит так, ребятушки, поскольку вы императоры, да, по своей жизни, по своей сути, но от этого никуда не денешься, императоры, ну, не могут долго грустить, императоры не могут долго вешать нос, да, поэтому я всегда говорю, не вешать нос гардемарины. Император, это говорит о том, что вы мужчина, довольно сильный, выносливый, как бы вас жизнь не била, как бы вас не пыталась судьба злодейка сломать, но не получится у нее. Да, вы перегрустите какой-то период, да, перестрадаете, конечно же, потому что вы нормальный живой человек со своими чувствами, эмоциями, да, ну вы же не робот в конце концов. Очень даже, знаете, бывает, порой вы довольно наивный такой. Вот хоть и император, но в чем-то наивный. Вот как-то странное такое сочетание и очень, очень такой ранимый и одинокий в душе император. Вот сейчас у вас проигрывается одиночество. Это касается даже тех из вас, кто даже пребывает в отношениях, поскольку расклад общий. Я знаю, что некоторые из вас, да, вот вы в комментариях вы мне пишете, что вы еще живете там в токсичных отношениях. Так вот, если вы еще пребываете в таких отношениях, вы тоже довольно одиноко себя чувствуете. Это такая иллюзия, это имитация отношений. Это имитация семьи. Это одиночество вдвоем. Понимаете? Из таких отношений, если вы сейчас пребываете, из них нужно не то что выходить, а бежать просто. Потому что у вас будут проигрываться в дальнейшем, да, проблемы еще больше по здоровью, это ударит по психике, конечно же, по нервам, да, вообще по вашему самоощущению, мировосприятию и так далее. То есть, вот, товарищи императоры, я вас настоятельно прошу не вешать нос, потому что сильный человек, а вы довольно сильный во всех отношениях, не только физически, но и морально, да, душевно, воля есть, сила есть, воля есть, да, а силы воли нет. Поэтому смотрим. Да, у вас был период, либо же сейчас кто-то еще находится в таком состоянии, ну, разбитого сердца, это 100%. Это, конечно же, связано с женщиной, я не буду углубляться сильно в эту ситуацию. Обычно эта карта означает, как правило, любовный треугольник, да, либо же измену, другими словами. Здесь могут проигрываться, что у вас есть дети, которых вы безумно любите, либо же может еще быть, что те из вас, которые не успели, так скажем, обзавестись детьми, даже как-то горюют по этому поводу.
Вы очень такой хороший отец, вы вообще в себе сочетаете такие черты, вот даже если у вас еще у кого-то нет детей, у вас есть такая, знаете, черта, как забота. Вы вообще любите детей, всех, не только своих. Вам нравится даже в гости прийти, вроде бы чужие детишки, вы с ними будете играть, дурачиться там, да, вот такой вот отцовский инстинкт у вас есть. И вы даже, в принципе, вот если вы не успели со своей женщиной родить детей, то вас очень сильно огорчает и расстраивает этот момент, потому что вы планировали, вы ждали, вы очень хотели ребенка, но не сложилось, к сожалению. Я не могу сказать, что у вас на данный момент довольно сильные такие доходы. Вот как-то, ну, я бы сказала, может быть, чуть поменьше они стали. Ну так, среднячок, серединка на половинку, такой средний доход. Не скажу, что прям минималку вы получаете, но и небольшие очень деньги. Ну, такой среднего класса. У вас, я вам скажу, что либо же сейчас может проигрываться, либо вот недавно было период. У кого-то это с депрессией, с каким-то плохим самочувствием было. У кого-то с другой какой-то болезнью может быть связано, что либо же вы вот, ну, как бы приболели, так скажем, либо же вот недавно это у вас прошло состояние. Ну, то есть болезнь у вас проигрывается 100%. Болезнь, постельный режим, у кого-то больничка может проиграться, да, вот. Поэтому, ну, берегите себя, ребятушки. Это я смотрю не на будущее, не путайте. Я говорю либо сейчас, да, вот поскольку общий расклад, либо вот недавно у вас такое было, вот, ну, такое депрессивное, может быть, состояние, ну, которое просто вас уложило в койку, так скажем. Что еще у вас проигрывается? Вот этот любитель женщин, да, который был всегда, я не имею в виду гулящий, да, вот этот любитель женщин, которым вы выпали у нас в раскладе, на самом деле есть очень постоянным человеком и очень неконфликтным. И что я вам могу сказать? Вот это сочетание карт, да, которые я вижу, и вы точно так видите, оно еще может говорить о том, что на вас есть негативная энергия. Конечно же, более подробно это все смотрится на личном раскладе, поэтому кто хочет посмотреть и сделать диагностику, добро пожаловать, записывайтесь, телефон под видео. Но здесь есть однозначный негатив. Негатив, конечно же, у каждого может быть разный, да? У кого-то там на одиночество, у кого-то там вообще, извините, на истребление, у кого-то еще, ну, то есть вот эти все отвороты, привороты, их очень много, да? У кого-то забирается удача, очень много видов негатива. Поэтому еще раз говорю, да, я довольно часто это проговариваю в своих раскладах. Если вы чувствуете по себе, что что-то не так, вы себя вот такой вот сильный, казалось бы, всегда император, но вы чувствуете вот в какой-то определенный момент что-то пошло не так. Либо же перепадное настроение. Не хочу ни есть, ни спать, да, бессонница чрезмерная может быть, да, какие-то вот скачки вообще в самочувствии. Может быть даже, что, допустим, вот вы чем-то болеете, а врачи говорят, с тобой все нормально, все анализы нормальные, да, но вы болеете. Такое тоже может проиграться. Поэтому чувствуйте, вот прислушивайтесь именно к своим ощущениям. Вы будете вот самый лучший диагност сами себя. Я имею в виду, чтобы почувствовать, что с вами что-то не так. Да? Конечно же, диагностику вы сами себе не сделаете. Это нужно к специалисту. А вот почувствовать, что что-то со мной не то, это любой человек может. Главное, вот прислушиваться к себе. Итак, давайте-ка посмотрим, какие же перемены судьбы у вас на пороге. Будем смотреть, как всегда, да, давненько я не делала этот расклад. Будем смотреть, наверное, блоками, да. Сначала посмотрим работа, финансы, что у вас будет. Потом посмотрим по здоровью. И в конце, вишенка на торте, посмотрим, что будет в личной жизни. Итак, работа, финансы. Давайте будем смотреть, потому что вас много, у всех разные ситуации. Поэтому переворачивайте под себя, да, кого что будет резонировать или нет. Что будет происходить по работе. Смотрите, у некоторых из вас может проиграться ситуация, во-первых, конфликт с начальством может быть, поэтому предупреждаю сразу, да, предупрежден, значит вооружен. Будьте бдительны, чтобы не лезть на рожон.
Могут быть какие-то конфликтные, не очень приятные ситуации с начальством. С чем это будет связано? Давайте. Смотрите, чтобы после этого конфликта, никого сейчас не пугаю, но слушайте, ребят, внимательно, чтобы после этого конфликта вас либо же не подставили, либо же не начали какие-то палки в колеса вставлять, либо же открыто могут сказать, либо намекнуть, что тебе как бы пора менять работу, ты себя не так ведешь, как надо, что-то не устраивает, свободен в таком плане. Будет тяжело, будет непросто, если вы полезете на рожон. Поэтому я сейчас вас предостерегаю. Если что-то намечается, что-то пошло не так, особенно с начальством, как-то это все обыграйте, чтобы обойти все острые углы, дабы не создать вот эту критическую ситуацию. Понимаете, в чем фишка? Таро – это еще как помощник наш, да? Это не только предсказатель Таро, это инструмент, с помощью которого можно какие-то ситуации обойти опасность. Они подсказывают, вот направо нам пойти или налево, что будет лучше. Поэтому я вам сразу говорю, старайтесь с начальством не конфликтовать, потому что начнутся последствия с бедствиями. Плюс у некоторых из вас проигрывается ситуация, что вы вообще сами по себе, вот по какой-то причине, да, либо же зарплата маленькая, может быть, и график вас или еще что-то не устраивает. Вы уже задумываетесь над тем, чтобы поменять работу, да, но пока не решаетесь, что будет, поменяете ли вы работу. Вот давайте еще этот момент посмотрим, сможете ли вы так легко и просто устроиться на работу. Смотрите, если вы пойдете на другую работу, во-первых, легко не будет, быстро новую работу вы не найдете. Поэтому, если уж вы так кардинально хотите, ну, решили для себя, да, хотите уволиться, уйти, да, что-то вас не устраивает, либо же те же самые конфликты, нужно тогда приберечь денежку, пока вы не найдете новую работу, потому что быстро это не будет. Быстро однозначно не будет. Могут быть, смотрите, проигрываются даже моменты, что могут быть заработки. Это может быть поездка, может быть в другую страну, там, да, либо же в другой город. То есть куда-то за ваш населенный пункт. Хотя, в принципе, вам не очень хочется куда-то ехать. Вы такой человек постоянный, оседлый, вам бы уже хотелось осесть на месте. Если вы переедете куда-то на заработки, да, ну, в принципе, денежка будет неплохая там, но будете впахивать. Вот впахивать придется 24/7, но денежка будет, поэтому решайте сами. Еще что по работе, да, потому что, ну, как бы не все же увольняться собираются. Что будет по работе? Смотрите, сегодня как-то вот не очень такая приятная карта идет. Может быть, потому что кризис у многих сейчас, вообще непонятно, что творится везде. Могут быть задержки зарплаты, могут быть урезания зарплаты, да. Ну, то есть ситуация, которая будет мало вам приятной. Это, знаете, тот самый, наверное, такой всеобщий кризис, что ли, потому что это у многих людей проигрывается. Я думаю, здесь будут очень многие люди от этого, ну, пострадают. Именно вот то, что связано с финансами, с той же самой задержкой зарплаты, с урезанием зарплаты, да. Это могут быть какие-то изменения, ну, графика работы, допустим, либо же функции какие-то поменяются, могут перевести на другую должность, которая, ну, не очень вам понравится, либо же вы не очень разбираетесь в этом деле. То есть вот с работой пока, знаете, ну как-то не очень так карта идет. Вот непруха как-то с работой. Я бы вам сказала вообще всем настоятельно приберечь денежку. Именно, знаете, вот именно в связи с тем, что у кого-то это будет связано с переходом на другую работу, да, у кого-то это будет связано с тем, что деньги либо же урежут, либо же задержат. А жить как бы на что-то нужно. Поэтому в таком плане. Печалька. Далее смотрим, что у нас по здоровью будет, ребятушки мои. Что же будет по здоровью? Может быть, здесь хоть будет все хорошо.
Вот знаете, по здоровью все-таки выпадает, что на вас есть негатив, ребят. Я не скажу, что это поголовно, нет. Но я думаю, у многих из вас нужно как бы сделать диагностику, либо же провериться как-то, потому что мне не нравится то, что я вижу. Причем могут быть реально вот здоровье, проблемы какие-то по здоровью как раз, связанные с магией. Еще раз говорю, прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям. В принципе, таких критичных моментов по здоровью на ближайшее будущее у вас я не вижу. Здесь будут качели в настроении скорее. Здесь будут такие скачки психоэмоционального плана, да, здесь будет бессонница, невроз, психоз, вот в таком плане. Но эти качели, опять же, я еще раз говорю, могут быть связаны с магией. Также еще смотрите, еще что может быть. Значит, знаете, что эта поясница может еще подкачать немножко у вас, проблемы с поясницей могут быть. Ну, как бы нижний отдел позвоночника, что ли, да, вот копчик, вот от поясницы туда вниз, ноги могут еще быть затронуты, вот может быть это обострение. Но это будет не критично, не серьезно, особенно у кого вот сидячий образ жизни. Тот же геморрой может быть, да, особенно вот у водителей, кто часто ездит, кто много сидит, эта сфера еще может обостриться. Так, далее, что еще? Головные боли могут быть, ну, в принципе, от этого мы никуда не денемся, они у всех бывают, но здесь будет, знаете, как будто такой, ну, продолжительный период, может быть, несколько дней, вот такая мигрень, головная боль, да, может быть, с бурями магнитными это будет связано, ну, то есть берегите себя, таблеточки держите, прикупите в таком плане. Больше пока я таких вот особо критичных никаких болезней у вас, к счастью, не вижу на ближайшее будущее. Итак, смотрим, наша вишенка на торте, да? Что же будет в личной жизни, да? Будут ли у вас перемены? Любовная любовь. У вас появится новая женщина, ох, она будет и активная, ох, она жару вам даст. Она очень вам понравится внешне, она вам понравится и характером, и фигурой, да, вот как-то вот ёкнет. Вот это будет тот самый момент, когда ёкает. Я сейчас не буду сильно углубляться, я так поверхностно пройдусь, просто мы такой таро-прогноз сегодня делаем. С этой женщиной у вас будут серьезные отношения, причем это будут по-настоящему такие взаимные, вот со всех сторон взаимные отношения. Это та ситуация, когда, вот я люблю называть это все с приставкой взаимо. Взаимоуважение, взаимопомощь, да, все взаимно, да, та же ласка, нежность и так далее. Эта женщина очень хорошая любовница, что немаловажно, потому что для вас это тоже довольно важный аспект в жизни. Ну, в принципе, это для многих людей это очень важно. Потому что без интимной жизни, ну, довольно сложно строить какие отношения, тем более, когда вам не там далеко за 80, да. Вы такой человек, который настолько вот окружит забота эту женщину. Причем это будет, опять же, у вас так как-то в унисон, да, вот как будто не сговариваясь, я уже заговариваюсь, елки-палки. Это в унисон, да, вот не сговариваясь, вы сможете как-то друг друга удивлять, делать какие-то вот даже похожие сюрпризы. Ну, то есть вот эти вот маленькие приятности, которые так важны в отношениях. С ней будет хорошо, с ней будет легко, с ней будет комфортно. Она вам задаст жару в постели. Ну, посмотрите, я не успела сказать. Вот она вас настолько покорит, да, что кроме нее вам вообще другие женщины будут не нужны. Абсолютно не нужны. Это женщина, которая, ну, такого жара в вашей жизни задаст, что... Опять я вспомнила анекдот, да, вот, ну, в шутку по этому поводу, что у всех жены как жены, а у этой никогда голова не болит. Ну, вот она по такому плану. То есть
Здесь может быть ситуация, когда особенно поначалу вы не будете вылезать из постели, да? И не говорите мне, что вам там 50 плюс, 60 плюс, бобики ваши все работают. Я знаю, вы мне писали, я вас просканировала. Поэтому, ребят, смотрите, главное, вот то, что я так резюмирую из этого расклада, у кого реально есть проблемы по самочувствию, вы чувствуете с вами что-то не так, вот особенно акцент на негативе я делаю, да, вот почиститься нужно, диагностику хотя бы сделать, есть у вас или нет, может быть, вы ошибаетесь. Может быть, у вас по другой причине это самочувствие плохое. По крайней мере, исключить. Потому что то, что я вижу, ну, у многих может быть этот самый негатив. От него нужно избавиться. Далее. То, что будет женщина, шикардос, да? Шикарная женщина, огненная женщина, но она вам покажет, да, вот где раки зимуют в хорошем смысле слова, я думаю, спать вы будете очень мало с ней. Намек поняли. Поэтому я вам всем желаю потрясающей любви, потрясающей бурной страстной любви. Желаю летать на крыльях любви и поскорее встретить такую страстную женщину. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!